В этом видео вы увидите обзор микроскопа от фирмы Amakia. Это мой не первый микроскоп. Первый у меня был USB микроскоп, и у меня есть уже с чем сравнить. Заказал я его с AliExpress, ссылку я оставлю под видео. И да, хочу обратить ваше внимание на то, что 11 ноября 2018 года на AliExpress стартует распродажа. Это распродажа каждый год 11 ноября. И в этот день все цены на AliExpress падают. Я микроскоп покупал за $62. 11 ноября он будет стоить $54. Так что ссылку на микроскоп я оставлю под видео. И еще можно воспользоваться сервисом кэшбэк, который называется Payback, для того, чтобы вернуть часть денег. Там где-то с микроскопом получится где-то близко $2 обратно. Ссылку на сервис кэшбэк я оставлю тоже под видео. Регистрируйтесь. Регистрация там простая, так что регистрируйтесь и пользуйтесь. Там очень много разных магазинов. Итак, возвращаемся к микроскопу и начнем мы с распаковки. Микроскоп пришел в вот такой картоновой коробке, и микроскоп хорошо упакован в пенопласт. Так, здесь у нас вот такая инструкция. Так. Вот такая инструкция. Заказывал я этот микроскоп, потому что у него, самое первое, из-за чего я заказывал, это цена. Он недорогой, он стоит порядка $60. Давайте посмотрим. Брал я этот микроскоп с наглазниками и с двумя комплектами линз. Вот, одни линзы у нас 20 видео. Вот это наши наглазники. Этот сам микроскоп. Знімай ще, будь ласка, на свій iPhone десь збоку. Микроскоп пришел с таким вот чехлом. Да, посмотрим. Пришел вот с такими наглазниками. Без наглазников очень трудно сфокусироваться, потому их заказывать в комплект обязательно. Я заказывал два комплекта окуляров, это 20-кратные и 10-кратные, и окуляр микроскопа двухкратное увеличение. Если мы ставим окуляр 10-кратное увеличение, в сумме у нас получается увеличение 20-кратное. Если я ставлю окуляр 20-кратный, в сумме у нас получается 40-кратное увеличение. Мне удобнее работать с окуляром 10 крат. Так, по окулярах все ясно. Здесь регулировка высоты для фокусирования микроскопа. Так, здесь у нас кнопка включения подсветки. Видим, здесь у нас один диод. Работает он от двух батареек типа AA, но я это все переделал и поставил аккумулятор от телефона. Еще у меня в планах сюда поставить плату зарядки и заряжать от микро USB. Сейчас я раскручу и покажу, как я это сделал. Видим, да, на термоклей я посадил батарею
проводками подключился к этой плате минусом и плюсом сюда. И при нажатии у нас загоряется светодиод. Вот такой простая доработка. Минусов я могу сказать, это угол наклона головы микроскопа сюда на штатив. То есть я думаю, было бы удобнее, если бы голова микроскопа была наклонена в эту сторону. Я думаю, так было бы удобнее работать с платами. А так придется на эту сторону. И получится, что плату большую, даже от ноутбука, я уже здесь не смогу посмотреть всю, только по периметру. В центре я не смогу ее посмотреть из-за того, что будет мешать вот этот штатив. Я плату не смогу посмотреть. Так, сейчас я вам продемонстрирую, как я работаю. И что мы видим у нас, непосредственно в самом окуляре. Вот таким образом работа осуществляется. Сейчас я попробую вам показать, что мы видим непосредственно сам объектив в окуляр. На камеру это плохо видно. Я попробую снять это на телефон и продемонстрировать то, что мы видим в бинокуляр. Это у нас такая видимость в приближении с увеличением в 10 крат. Множим на 2, это получается 20-кратное увеличение. Сейчас поставим линзы с 20-кратным увеличением и увидим, какая у нас разница. Я могу точно сказать, что этот микроскоп лучше, чем USB. В USB очень неудобно паять. Ну, в то время, когда руки работают, а смотреть где-то на экран, это очень неудобно. Есть еще точно такой же микроскоп, только угол обзора у него уже не под наклоном, а прямой. Стоит он на порядок дешевле, 35-40 долларов. Будут вопросы, задавайте их в комментариях. Надеюсь, это видео вам понравилось и было вам полезным. Всем спасибо за просмотр, ставим лайк и подписываемся на канал. До свидания.